Всем привет! Сегодня хочу провести вам мастер-класс по новогодним циферкам. Да? Для начала нам потребуется палочка основа, она у меня 35 сантиметров и 12 отрезков по 120 сантиметров. У меня это вязаный шнур 5 миллиметров, но на самом деле можно использовать не только его, а что-либо другое. Можете для начала посмотреть мастер-класс, а потом уже решить, что вы из чего, точнее, вы будете плести. Ну и мы для начала лицевым креплением крепим все 12 отрезков, потом уже приступим к плетению наших цифр. Вот, я надеюсь, что вы поняли, почему я использую именно эти цвета, оранжевый и черный. Первая цифра у нас будет идти цифра 2. Вот у меня сбоку нарисован рисунок, сколько узлов квадратных мы будем делать для того, чтобы нам нарисовать, написать эту цифру. И смотрите, мы будем использовать по 3 наших оранжевых нити, на которых мы будем плести. И вот на цифру 2 мы берем черную нить, черный отрезок длиной 300 сантиметров. И так на каждой вот из первая, вторая, третья. То есть черный у нас будет всегда отрезок по 300 сантиметров для цифры 2. Как я уже сказала, все количество квадратных узлов написано на рисунке справа. Я надеюсь, что на нем все достаточно понятно расписано. Я использую черный вязаный шнур 3 миллиметра, потому что мне показалось, что так будет интересней. Но также, мне кажется, что вот если вы посмотрите, то можете решить, может быть, вы вообще хлопковый шнур возьмете, либо что-либо другое, и у вас все будет совершенно иначе. Также могу сказать про палочку основу. Вы можете сделать вообще эти цифры как на гирлянде, а не как на палочке, то есть использовать любую нить. Для начала вот на 3 отрезка оранжевых мы то количество узлов проделываем, которое написано у меня на картинке. Далее мы будем добавлять оранжевую нить, да, и делать оранжевые узелки. Оранжевые нити будут создавать у нас как раз нашу цифру, очертания цифр. И вот отрезки оранжевого цвета у нас будут иметь длину 150 сантиметров. Это даже немножко так с запасом, потому как я не знаю, какие у вас узлы там будут, но я рекомендую не сильно затягивать, только вот средней затяжки, я бы так сказала. Как добавлять нити, смотрите вот у меня на видео. То есть я скрываю те черные нити сзади, чтобы их совершенно не было видно. Также я буду поступать с оранжевыми, но так как у нас основная нить оранжевая, то это не будет сильно там как-то выделяться, когда я буду плести черными. Вообще тут получается такая прям писанина, я бы сказала, как вышивка, даже не знаю, как назвать. То есть мы должны правильно тут расположить, нити спрятать, потом те наоборот не прятать. Вот. Мне показалось, что это очень интересный способ. Я никогда не пробовала снимать такие мастер-классы, ничего такого не вырисовывала с помощью узлов. Мне интересно узнать, может быть, вы это делали. И, кстати, еще могу сказать, что нам повезло, так как год 2022, и поэтому мне не пришлось как-то удлинять мастер-класс, так как, получается, нужно объяснить, как будет выглядеть цифра 2 и как будет выглядеть цифра 0, а те остальные двойки сделать по образу и подобию первой двойки. Поэтому я уж сильно тут не показываю, как я делаю 2 последние двойки, потому что я ее делать буду точно так же, как и первую двойку. Вот по этой же картинке вы можете все также повторить, и все те же отрезки такой же длины они и будут.
После того, как мы выписали нашу двойку, оранжевые нити я буду прятать с помощью крючка за заднюю стенку и просто отрезать, чтобы они мне не мешались, они мне не нужны совершенно вообще. Также будет с остальными цифрами, я буду всегда прятать оранжевые нити. Сейчас я буду приступать к цифре 0. Также берем следующие 3 отрезка. И я рекомендую вам взять черные отрезки также по 300 сантиметров и оранжевых отрезков также по 150. Естественно, я тут с небольшим запасом вам все это говорю. Вы, если уверены в том, что у вас будут точно такие же узлы, то можете взять на где-то 10-20 сантиметров меньше черного точно, ну и оранжевого там 140 сантиметров, а не 150. Но вообще я рекомендую все же 150. Вот, цифра 0 также на картинке справа у меня написано, сколько квадратных узлов я проделываю. Ну и смотрите, чтобы там, возможно, узлы иногда получаются разные, где-то больше-меньше расстояния, но чтобы у вас все-таки очертания цифры получились. И, как я уже говорила, после нуля у нас опять пойдут 2 двойки, и эти 2 двойки я буду повторять точно так же, как у меня была первая двойка. Так что я их в видео не показываю, надеюсь на то, что вы сотворите их сами.
Вот такое панно у меня получилось. И посмотрите, сбоку я еще добавила по 2 отрезка оранжевого, а поверх него черными нитями. И черные отрезки я взяла по 380 сантиметров, ну а оранжевый также 120. Я буду рада подписке на мой канал. Пишите, кстати, почему именно такие цвета я использую. И до встречи в новых мастер-классах. Пока-пока.